Всем большой привет! Сегодня я выскажу мнение по поводу очень долгожданного поединка, которого все ждали, поклонники бокса и вообще единоборств. Поединок в полутяжелой весовой категории по боксу между непобежденными чемпионами, бойцами, боксерами. Это, конечно же, Артур Бетербиев и Дмитрий Билов. Уже решено, этот поединок пройдет 1 июня в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Уже прошла пресс-конференция. Уже началась раскрутка боя, как говорится, по полной. И я сегодня выскажу свое мнение по поводу этого поединка, что представляет собой бойцы, какая у них техника, какая лучшая тактика, какие основные ключи к победе того или иного бойца. Давайте начнем. А начнем мы с Дмитрия Бивола, так как у него всего два пояса, поэтому будет он первым. Вот Дмитрий Бивол, ему сейчас 33 года, родился в Кыргызстане, в Токмаке. Там начал заниматься боксом, отец его привел в секцию бокса, там начал занятия. Затем они с семьей переехали в Санкт-Петербург, и там уже Дмитрий также продолжил занятия боксом и уже став уже взрослым спортсменом, стал чемпионом России, двукратным чемпионом России. В 2013 году перешел в профессионалы, успешная профессиональная карьера. Одержал 22 боя к сегодняшнему дню, в 11 из них одержал победу досрочно. Ну и, как он сам выражается, такой большой путевкой и большим билетом на большие бои дала ему победа над известным боксером из Мексики Саулем Канело Альваресом. Вот. После этого боя все начали о нем говорить. Все захотели с ним разделить ринг, выступить. Поэтому сейчас долгожданный бой между ним и Артуром Бетербиевым. Но говоря о технике Дмитрия, я скажу, что он работает в таком классическом советском стиле бокса, постоянно на передвижениях, на классическом челноке, вход-выход, многоударные серии, руками накидывает, работает джебом. Бывает, в принципе, скрывается под таким глухим блоком, как он работал с Саулем Альваресом. И из-за блока он только брешь, микропаузы между ударами, он вставлял свои удары. Ну, также нужно отметить и хорошую выносливость Дмитрия, волевые качества на высоте. Я думаю, трудно его сломать. В этом плане очень такой стойкий боец, именно топового уровня. Ну, а теперь Артур Бетербиев. Артур является по любителям, именно говоря о любительской школе, является двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, участником Олимпийских игр, то есть огромный опыт любительской школы бокса. Очень много поединков. Просто громадный опыт в этом плане. И, конечно, он перенес это все в профессиональный бокс. Но Артура отличает работа в основном первым номером. Но также нельзя забывать, что Артур великолепно владеет именно классикой бокса, передвижения. Хорошо режет углы, когда поддавливает. В принципе, можете работать и вторым номером. Особенно это было видно в бою с Гвоздиком, где он сначала прочувствовал, а потом уже пошел сам первым номером и просто сломал его. Сломал не просто физически ударами, но и также просто вымотал его за счет серии, постоянным давлением. Не знаю, Гвоздик, может быть, плохо был готов, но тем не менее он сломался. И психологически, и ментально, и физически не хватило выносливости. Артура просто задавил. Ну и говоря о еще одном бою, где Артур получил сильное рассечение, но проявил невероятную волю и завершил этот бой досрочно.
Поэтому, говоря об Артуре, это, конечно, очень волевой боец, высокотехничный, не только бьет, но и хорошо двигается. Но один минус, что Артур пропускает. В этом плане ему нужно работать чуть осторожнее в предстоящем бою. Ну и вообще, в общем говоря, об этом бое, каждый боец будет работать в своем стиле, может какие-то фишки заготовит, ну, чисто план на бой. Ну а так будут каждый работать в своем стиле. Дмитрий Бивол, скорее всего, на челноке, туда-сюда будет двигаться, больше прощупывать Артура. Серийно где-то на джебе, хорошо перекрываясь, глухую защиту уходя, потом выкидывая какие-то двоечки, троечки на отходе из-за блока. Вот, я думаю, так примерно будет работать Дмитрий. Ну, Артур также, конечно, вот первые раунды будет прощупывать соперника, присматриваться, где-то взрываться. Часто очень хорошо Артур попадает справа, работая сразу начиная правой рукой. Часто проходит удар, но также пропускает именно левый боковой. Говоря о моих предпочтениях, больше мне импонирует, честно говоря, Дмитрий Бивол, поэтому я за ним уже давно слежу, за его карьерой. И Дмитрий работал и с нашими бурятскими боксерами. Вот, допустим, мой хороший друг Чингис Лупсанов, его сын Вадим Лупсанов тренировался с Дмитрием в Санкт-Петербурге, приезжал. Вот, Геннадий Юрьевич с Чингисом хорошо знаком, помогает чем может, словом. И наш тренер по тайскому боксу, по рукопашному бою, мастер спорта Баир Циднижапович Цингеев, он также является мастером спорта по боксу, стоял в парах с Дмитрием Биволом, поэтому я слежу за Дмитрием, вот в этом плане. Ну, в этом бою пусть победит сильнейший, кто лучше будет готов, кто точнее. В принципе, очень равные соперники, каждый работает в своем стиле. Еще раз желаю им показать максимальный результат. Все, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте, как говорится, лайки. Все, уракша. Все, пока.